Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня я снимаю видео, о котором меня просили очень многие девчонки. Просили они рассказать про какие-то типичные ошибки на выпускной, на какие-то важные мероприятия, и также, чтобы я поделилась своим опытом. Я уже как-то говорила, что в моей жизни было 4 выпускных, поэтому ошибок я совершила много. Так что сегодня я хочу предостеречь вас, чтобы вы не совершали эти ошибки, и чтобы ваш выпускной, ваше какое-то мероприятие прошло просто идеально. Итак, как же можно накосячить при подготовке к выпускному? Первая и самая распространенная ошибка, которую допускают девушки, которые готовятся к выпускному, это эксперименты. И да, сейчас это может показаться странным, но именно эксперименты — это то, что стоит отложить на потом и ни в коем случае не делать перед каким-то важным мероприятием, тем более перед выпускным. Ну, ходили вы, например, 11 лет с одним и тем же цветом волос, не нужно радикально все менять перед выпускным, это ничем хорошим, как правило, не заканчивается слезами, разочарованием и репликами «я не пойду на выпускной», поэтому с этим нужно быть поаккуратнее. Это относится к каким-то наращиваниям волос, ресниц и вообще любым экспериментам с внешностью. Лучше сделать их хотя бы за месяц до важного мероприятия, потому что так у вас будет время исправить ошибки и не трепать себе нервы перед мероприятием. В идеале, личный мой вам совет, если вы все-таки готовы на какие-то эксперименты перед выпускным, то проведите, например, какую-то фотосессию, попросите вашу подружку вас пофотографировать, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит со стороны, потому что зачастую то, что мы видим в зеркале, то, что получается на фотографиях, особенно на тех, которые вы будете пересматривать много лет спустя, может очень сильно отличаться. Вторая ошибка, которую лично я допускала на всех своих выпускных, это откладывать все на последний момент. Чтобы вы понимали, на свой выпускной в 11 классе я выбирала платье накануне выпускного. То есть да, когда у всех остальных девчонок платья были готовы где-то за месяц, я ехала в торговый центр четко накануне самого мероприятия. И почему я так делала? Да просто потому, что мне было лень, я как-то забила на это, и сейчас я понимаю, что, наверное, бы переиграла тот день и все-таки подготовилась бы основательнее. Я не скажу, что у меня было какое-то плохое платье, нет, оно мне нравилось, но я все-таки считаю, что мне очень сильно повезло. Но если с платьем большинство девчонок все-таки озадачивается заранее, то существует еще и макияж и прическа, и здесь многие совершают опять же мою ошибку. На выпускном в 11 классе мало кто делает пробные прически, и очень зря. Лично я пришла к парикмахеру, опять же накануне мероприятия, сказала, что мне нужно, она сказала: да, завтра все будет четко. Ну и, как вы понимаете, в день выпускного получилось совсем не четко и совсем не то, что я просила. Но надо отдать должное, после того случая я научилась укладывать свои волосы сама и, в принципе, ни от кого сейчас не завишу. Поэтому, девочки, если вы все-таки пойдете к парикмахеру, не будете делать укладку сами, то, пожалуйста, убедитесь, что он понял, какую именно вы прическу хотите, и убедитесь, что он сделает ее правильно. Вы себе даже не представляете, сколько слез и переживаний я слышала от девчонок, которые просили у своего мастера голливудские локоны, а в итоге получили бараньи кудряшки. И вообще я давно заметила, что ничего не может испортить девушке настроение так, как может испортить плохая прическа. То же самое касается и макияжа, и если на свой выпускной я красилась сама, потому что профессия визажист была не такой распространенной, то сейчас визажистов очень много, выпускницы доверяют свое лицо каким-то профессионалам, но зачастую профессионал может оказаться совсем не профессионалом и полностью вас испортить. Поэтому, если вы все-таки идете к визажисту, не будете краситься сама, то не скупитесь на пробный макияж, чтобы убедиться, что он действительно сделает из вас красотку. И, кстати, здесь я вам могу предложить один такой лайфхак. Очень часто в каких-то торговых центрах, крупных магазинах косметики есть свои визажисты, и, как правило, среди них попадаются неплохие профессионалы. И если вы хотите сэкономить, то вы можете делать макияж у них. Самый большой плюс заключается в том, что за цену макияжа вы сможете приобрести косметику, которой сможете пользоваться в дальнейшем. И опять же, зачастую в крупных магазинах косметики часто проходят какие-то клиентские дни, куда вы можете прийти и накраситься, заодно и проверить профессионализм визажиста. Короче, никогда не откладывайте на последний момент платье, прическу и макияж. Третья ошибка, которой грешат практически все — не иметь план Б. Я понимаю, что девушка рассчитывает на то, что в этот день все пройдет идеально, она наденет именно то платье, которое готовила заранее, но в жизни бывают разные непредвиденные моменты, я сама в этом убедилась. Зачастую у меня бывало так, что перед каким-то важным мероприятием я портила платье, заливала его чем-то, оно просто терялось, в общем, бывало разное. И поэтому я научилась всегда иметь какой-то запасной план, чтобы у меня не было паники в день мероприятия. Поэтому в идеале нужно предусмотреть все, и начинать мысли стоит с фразы а что, если, например, у меня порвется платье, а что, если я потеряю туфли, да мало ли что. И вот когда вы в своей голове прокрутили все, можно так сказать, самые страшные варианты, вас уже ничего не сможет выбить из колеи в день выпускного. И, кстати, поэтому у вас всегда в сумочке на каком-то важном мероприятии должны быть булавки и лейкопластыри,
истории, потому что вы себе даже не представляете, как часто эти вещи могут спасти вечер. Лично я, как параноик со стажем, на свой выпускной в 11 классе захватила булавки, и что вы думаете, они мне понадобились, потому что перед самым вручением аттестатов, когда мы стояли за кулисами, у меня порвалось платье, то есть сзади разошлась молния, и как хорошо, что у меня с собой были булавки, потому что больше ни у кого их не было. Но представьте, что бы было в тот день, если бы я, например, не захватила булавки, я думаю, выпускной был бы испорчен. И да, я вспомнила, если вы, например, покупали платье заранее, где-то там за месяц до мероприятия, то померите его хотя бы за 2 дня до выпускного, чтобы в случае чего вы могли подогнать его по фигуре, потому что выпускные, как правило, сопровождаются экзаменами, многие худеют из-за стресса, и платье, которое раньше было вам в облипку, может болтаться, поэтому перепроверить лишним не будет. Еще одна очень распространенная ошибка, которой грешат многие выпускницы, заключается она в том, что они выбирают неудобные платья и неудобную обувь. Да, я знаю, что есть такая фраза «красота требует жертв», но эта фраза была актуальна где-то, наверное, в веке 18, сейчас 21 век, и можно одеваться и красиво, и удобно. Даже если вы наденете самое красивое, по вашему мнению, платье, но в котором вы не сможете ни танцевать, ни есть, ни даже нормально дышать, то, поверьте, ваш выпускной также будет омрачен, потому что нет ничего хуже, чем чувствовать себя неуютно. И если у вас намечается отдельное вручение аттестатов и дипломов и отдельно вечер в ресторане, то вы можете опять же надеть 2 платья, либо подобрать 2 каких-то наряда, и причем самое нарядное и самое неудобное лучше оставить на торжественную часть, на вручение аттестатов и дипломов, а что-то поудобнее, что-то подемократичнее лучше надевать в ресторан. Многие девушки делают наоборот, то есть на торжественную часть они особо не наряжаются, а вот в ресторан приходят при параде, чуть ли не платья со шлейфом надевают, хотя это абсолютно нелогично. Так, например, в институте на вручение дипломов я надела длинное синее платье в пол, а уже в ресторан переоделась в короткое белое платье, в котором мне было безумно удобно танцевать, было удобно есть, сидеть и, самое главное, дышать. И, кстати, поверьте моему опыту, большинство фоточек при параде у вас будут как раз-таки с торжественной части, потому что в ресторане все будут уже более расслаблены, всем будет все равно, все будут веселиться, и здесь нужно что-то удобнее. Что же касается обуви, это особенная боль, и никогда, слышите, никогда не надевайте новые туфли в день выпускного, потому что вы должны их хотя бы немножко разносить, насколько бы удобными они вам не казались. Понятное дело, что в любом случае вам нужно будет запастись пластырями, потому что на ногах придется провести много времени, вы же планируете танцевать, но обувь должна быть чуть-чуть разношенной. Не обязательно надевать эту обувь куда-то на улицу, куда-то в ней выходить, достаточно где-то за неделю до выпускного носить ее хотя бы по полчаса дома. Так вы спасете себя от кровавых мозолей, которыми я разжилась в 11 классе и от которых уже сама себя спасла в университете. И опять же, если вы планируете надевать каблуки, то лучше это сделать на торжественную часть, а в ресторан выбрать обувь на плоском ходу. Но если вы чувствуете, что способны протанцевать на каблуках всю ночь, то, пожалуйста, надевайте их и в ресторан, хотя всегда есть вариант, что вы просто разуетесь и будете танцевать босиком, как половина выпускниц. Еще одна ошибка, которая стала популярна относительно недавно, это автозагар. Боже мой, сколько неудачных и действительно пятнистых автозагаров я видела в своей жизни. Если вы ни разу в жизни не делали автозагар, то делать это непосредственно перед выпускным ни в коем случае не стоит. Опять же, в идеале, если это будет хотя бы 2-й раз в вашей жизни, так вы избавите себя от лишнего стресса. Но если вы, например, хотите получить загар в солярии, то делать это непосредственно где-то за неделю до выпускного не стоит. Лучше начать ваши сеансы где-то за месяц, ходить равномерно на очень маленькое время, чтобы ни в коем случае не обгореть. За месяц вполне можно получить очень красивый и ровный загар, если соблюдать все правила и ходить на минимальное время. Но тут есть такой момент, что ни в коем случае не надо перебарщивать с цветом загара. Если вы придете на свой выпускной черное, как уголек, поверьте, на фотографиях вы не будете выглядеть красивее, вы будете выглядеть именно несуразно и потом будете очень сильно сожалеть. Также ни в коем случае не стоит ходить на чистку, либо просто самой ковырять свое лицо хотя бы за 2 недели до мероприятия. Ваши черные точки никто не увидит, но ваши археологические раскопки могут остаться на лице. Короче, возьмите себе за правило связывать свои руки хотя бы за 2 недели до важного мероприятия. Также обязательно возьмите с собой какой-то шнур, не обязательно брать целую зарядку, чтобы была возможность подзарядить телефон. На мероприятии всегда можно найти какой-то USB-выход, и в принципе шнур не занимает так много места и спасет вас от разрядившегося телефона. Потому что в течение дня вы, скорее всего, будете очень много фотографировать, снимать видео, и в конце вечера, когда также могут происходить какие-то моменты, которые захочется запечатлеть, у большинства садится телефон. Поэтому тащить с собой Powerbank я не вижу смысла, но взять шнур стоит. Это и были основные ошибки, которые связаны с выпускными, с какими-то важными мероприятиями, о которых я хотела рассказать вам сегодня, и могу подытожить, дать вам один совет. Запомните одно правило: лучше меньше.
меньше. И эту фразу сейчас можно применить абсолютно ко всему. Не делайте слишком яркий макияж, не надевайте слишком вычурное платье. Вообще, в принципе, не будьте какой-то экстра в чем бы то ни было. В вашей жизни еще будет возможность немножко добавить себе экстра, немножко переборщить с чем-то, но лучше, если это будет не выпускной. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему большой палец вверх, мне будет очень приятно, и я буду снимать такие ролики и дальше. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, я всегда стараюсь быть там с вами на связи и каждый день выкладываю что-то новенькое. И, конечно, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока!